Кастанеда глазами мага мы будем рассуждать с вами о важнейших понятиях из путешествия в Вестланд. Маг должен сосредоточить внимание на связующем звене между ним и его смертью, отбросив сожаление, печаль и тревогу. Сосредоточить внимание на том факте, что у него нет времени, и действовать соответственно этому знанию. Каждое из его действий становится его последней битвой на земле. Только в этом случае каждый его поступок будет обладать силой. А иначе все, что человек делает в своей жизни, так и останется действием глупца. Глупца, то есть человека неразумного. И здесь я хотел бы в этом тезисе обратить ваше внимание на следующие моменты. Что смерть Кастанеда воспринимает, в моем понимании, воспринимает не как некую связь со смертью физической. Смертью считается то, что человек не может выполнить в силу тех или иных ситуаций, в данном случае больше своей глупости, не может выполнить те задачи, которые сам себе и поставил. Вот это смерти подобно. Вот это промедление смерти подобно. Потому что вместо того, чтобы получить новые знания, пройдя через опыт, а ведь приходится для того, чтобы достичь своего опыта, своего знания, что-то понять, приходится перелопачивать тонны информации. Приходится проводить очень много времени в изучении тех или иных феноменов, экспериментировать, пробовать, прежде чем придет вот это эврика, я понял наконец-то. И вот получается, печалька заключается в том, что когда мы связываем в человеческом восприятии себя со смертью как смертного тела, то это та печальная ошибка, которую мы сейчас видим, связанную с так называемой пандемией, которая окружает нас. Потому что все боятся умереть от вируса. Но вот вопрос в чем? Вопрос в том, что ты умрешь, так и не выполнив задачи духа, или ты просто хватаешься за ту жизнь, за то существование, которое тебе предлагается. Вот в чем вопрос. То есть так и умер в рабских оковах или в рабской маске, в страхе. Вот это самое главное, а не вот эти вещи. И Кастанеда связывает смерть как невыполнение. Это, знаете, когда осталось мало времени, и ты выполняешь, ты понимаешь, что тебе нужно это сделать, и ты не знаешь, когда будет последнее твое понимание или последнее вспоминание, и ты оглядываешься на смерть. Есть у меня еще время? Это, знаете, как на экзамене, когда дают на экзамене там 45 минут. У тебя есть там 45 минут или там час, например, времени. И ты делаешь задание, ты думаешь и так, а тебе не хватает времени. А у тебя еще одно задание не выполнено. Ты понимаешь, что ты не получишь там нужную оценку или проходной балл, как это сейчас, или еще что-то, ты не выполнил это задание. Нету удовлетворения, ты уходишь, у тебя нету удовлетворения. Другое дело, когда у тебя есть удовлетворение, ты сделал все правильно и ты успел, вот это самое лучшее наслаждение. Вот получается взгляд на смерть, почему вот Кастанед говорит, что нужно отбросить то, что мешает. А что мешает? Сожаление, печаль, тревога, она мешает. Это балласт, который тянет нас на дно. Сожаление, печаль, тревога – это все то, что тянет нас на дно. Это то, в чем мы индульгируем, это то, в чем мы являемся непроходимыми тупицами. Мы тратим одинаковое время на сожаление, точно так же мы тратим на продвижение вперед. Не надо сожалеть, не нужно допускать печаль и тревогу о том, что мы что-то сделали не так. Не получился эксперимент, идем дальше. Не получился эксперимент, идем дальше. Мы все время должны развиваться, мы все время должны делать какие-то поступки, которые нас приближают к тому знанию, действует, соответственно, знание. Каждое действие становится последней битвой на земле. Каждое действие. Только в этом случае каждый его поступок будет обладать силой. В чем заключается сила человека, именуемого магом? То есть ученого, который изучает магию как науку. Его сила заключается в том, что он знает. И это знание, это понимание, как работают процессы, это способность взять этот процесс под контроль и выполнить его, не просто напрягаться, контролировать процесс. Есть процессы, которые контролировать невозможно. А суть контроля заключается в управлении. Не пассивный контроль
я контролирую свои эмоции, а понимание, почему я должен контролировать свои эмоции и управление своими эмоциями. Вот есть разница контроль и управление. Просто многие называют управление тоже контролем, поэтому происходит смесь понятий. На самом деле здесь разные понятия. Когда ты умеешь управлять чем-либо или что-либо, и когда ты контролируешь, это уже называется сдерживание. Вот сдерживаться, это тоже называют контролем. Вот он контролирует свои эмоции. А я могу сказать, что управляет своими эмоциями. И это два разных понятия. Или, как говорят в Одессе, две большие разницы. Да? Поэтому понимание управления – это и есть сила. Это и есть сила, это и есть профессионализм. А управлять можно только понимая, только зная. И только проэкспериментировав, и только попробовал. И только сделал какие-то шаги. А, как правило, достижение управления или способность контролировать, она проходит через множество ошибок. Если кто-то впадает в сожаление, печаль или тревогу из-за того, что он совершил в своей жизни какие-то ошибки, вместо того, чтобы развиваться, он в этом индульгирует, он в этом сидит и печалится, Кастанеда говорит, иначе все, что человек делает в своей жизни, так и останется действием глупца.